Ты там, где твое внимание. Ты там, где твои эмоции. Ты там, где твои мысли. Поэтому твое внимание, твои эмоции, твои мысли определяют то, как ты живешь и как ты при этом себя чувствуешь. Поэтому если вам эмоционально плохо, нет энергии, ничего не хочется или не получается, возможно, вы нарушаете так называемые правила эмоциональной гигиены. Что это за правила? Первое. Не рассказывайте личную информацию чужим людям. Не выносите ссор из избы, не делитесь сокровенным с посторонними. Когда вы рассказываете другому человеку про что-то важное и ценное для вас, про ваши отношения, про работу, про семью, про ссоры, про проблемы или наоборот про успехи, вы эмоционально раскрываетесь перед ним и становитесь уязвимыми к воздействию. Вы начинаете терять свою энергию, свое внимание на этого человека и буквально можете испачкать свои ценности в его эмоциональной реакции. Допустим, если в ответ он начнет вас критиковать или ответит презрением, отвращением, печалью, злостью или завистью или любой другой токсичной эмоцией. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем делиться чем-то интимным, личным, сокровенным с другим человеком. Даже если это член вашей семьи, даже если это ваши родители, даже если это ваша мама. Иногда особенно, если это ваша мама. И обращайте внимание на ваше эмоциональное состояние, если вы все-таки это делаете. Второе. Не рассказывайте о своих планах и целях. Вы точно так же раскрываетесь, эмоционально раскрываетесь перед другим человеком и сливаете весь ваш эмоциональный заряд, который вам был нужен для реализации ваших планов и целей. Вы буквально разбрызгиваете весь накопленный потенциал, все ваши ресурсы и энергию на пустую болтовню и также можете испачкать, буквально испачкать свои мозги о чужие эмоции. В боевом НЛП есть отдельная техника, которая называется «хорошо разрушенный результат», где вы спрашиваете вашего собеседника про его планы и цели и пачкаете своими эмоциями, а также разваливаете на куски своими уточняющими вопросами. Что именно ты хочешь? А почему именно столько? А почему именно туда? И так далее. Таким образом, вы лишаете собеседника энергии и желания достигать этих целей и хотеть вообще чего-то. Поэтому, когда добьетесь ваших целей, достигнете ваших результатов, то можете поделиться с другими, если по какой-то причине вам это будет нужно. А так помните про правило номер 1. Третье. Не хвастайтесь, не хвалитесь, не рассказывайте, какой вы крутой, сколько у вас денег, сколько у вас всего есть и сколько вы всего умеете. Не пытайтесь таким образом самоутвердиться или что-то доказать другому человеку. Потому что таким образом вы ставите сами себя в зависимое положение и приглашаете другого человека оценить вас. А по факту вы приглашаете другого человека вас обесценить. Лучше просто делайте свое дело и используйте свою энергию и свои ресурсы для достижения ваших целей. А если вы чувствуете, что вы хотите самоутвердиться и вы хотите кому-то что-то доказать, то лучше найдите себе грамотного психолога или психотерапевта и поработайте с ним уже со своей самооценкой или с травматичным опытом, где ваша самооценка пострадала. Четвертое. Не жалуйтесь, не жертвите, не рассказывайте другим людям про то, какой вы бедный, несчастный, какие у вас проблемы и долги. Этим вы точно так же ставите себя в зависимое положение и сливаете свои ресурсы и свою энергию, которую вы могли использовать на решение ваших проблем, на достижение ваших целей. А когда вы фокусируетесь на проблемах и на ошибках, а не на возможностях и не на результатах, вы программируете сами себя на увеличение этих проблем, а не на их решение. Таким образом, вы сами себя засовываете в рамку проблемы. Поэтому лучше фокусируйтесь на том опыте, который вы получили в этих ситуациях, и используйте его для того, чтобы решать ваши проблемы и достигать ваших целей и результатов. А если вам нужна помощь для того, чтобы допрожить травматичный опыт,
догоревать что-то или поработать с тяжелыми эмоциями, то также лучше обратиться к психологу или к психотерапевту, а не травить этим себя и своих окружающих. Пятое. Не критикуйте, не осуждайте, не обвиняйте, не сплетничайте и вообще перестаньте тратить свое внимание и свои ресурсы на других людей. Когда вы это делаете, вы сами проживаете тяжелые токсичные эмоции, которые программируют вас самих на то, за что вы только что критиковали и осуждали других людей. Не суди, да не судим будешь. Поэтому, если вдруг вам хочется уделить другому человеку внимание, лучше найдите, за что его похвалить и как поддержать. В результате вам обоим станет от этого только лучше. Шестое. Освобождайтесь от долгов. От всех долгов. Финансовых, юридических, моральных, эмоциональных, супружеских, детских, родительских, любых. Когда вы находитесь в состоянии «я кому-то что-то должен» или «кто-то мне что-то должен, и я это жду», я нахожусь в зависимом положении, я эмоционально раскрыт, я сливаю кучу энергии. И также я нахожусь при этом в стрессе, в состоянии бессилия, тревоги, может быть. И все эти токсичные эмоции отравляют мою психику и лишают сил. Поэтому проведите ревизию, прямо выпишите все, что вы кому-то должны и кто должен вам. Кто и что должен. Вещи, деньги, данное слово, данное обещание, даже если вы сами себе дали обещание, даже если вы просто чувствуете, что кто-то от вас что-то ожидает. Допустим, родители ждали, что вы продолжите их профессиональную деятельность, а вы это ощущаете у себя внутри. И напротив каждого пункта напишите, что вы с этим делаете. Либо я вычеркиваю это, и больше никто никому ничего не должен, и я проживаю это. Либо я вычеркиваю это и пишу напротив этого пункта, когда и что я делаю, чтобы избавиться от этого долга. То есть я долг превращаю в план. Либо я честно себе признаюсь, что я хочу это делать, и я долг превращаю в свое желание. В конце у вас из этого списка не должно остаться ничего, что относилось бы к долгу. Должен остаться либо план, либо ваше желание. Седьмое. Проживайте свои эмоции. Если вы не будете проживать свои эмоции, ваши эмоции будут проживать вас. Соответственно, если вы не позаботитесь о себе, не развернете и не допроживете до конца, например, обиду, то есть вы будете носить в себе обиду, то вы будете находить в себе тех, кто будет вас обижать. Если, допустим, вы будете постоянно испытывать чувство вины, носить в себе чувство вины, то вы будете создавать те ситуации, в которых вы будете виноваты. Все то же самое с остальными токсичными и тяжелыми эмоциями, со стыдом, печалью, страхом и так далее. Так работает наша психика. Для того, чтобы избавиться от тяжелых эмоций, от хронических эмоций, от токсичных эмоций, вы подсознательно воссоздаете те ситуации, в которых вы можете эти эмоции испытать. Поэтому лучше проживать эмоции сразу, для того, чтобы их не копить и потом все эти залежи многотонные не разгребать в кресле у психотерапевта. Для этого прекрасно подойдут любые техники до проживания эмоционального опыта, эмоций. Более подробный материал вы можете найти по ссылке в описании к этому видео. Восьмое. Защищайте личные границы. Ваши личные границы – это те правила, как с вами можно поступать, а как с вами поступать нельзя. От чего вам плохо, от чего вам хорошо. Если вы находитесь в отношениях, в которых ваши личные границы постоянно, хронически нарушаются, с вами поступают так, как вы не хотите, чтобы с вами поступали, и вы с этим ничего не можете сделать, то вы буквально находитесь в состоянии пробитых личных границ. Вы пробиты, вы постоянно кровоточите, теряете жизненные силы и энергию.
И со временем можете заработать даже депрессию и психосоматические расстройства. 9. Потребляйте только ту информацию, которая вам нужна для реализации именно ваших целей. Дело в том, что мы автоматически усваиваем всю информацию, которую видим и слышим, до ее критического осмысления. Даже больше. Для того, чтобы критически осмыслить, что это за информация, мы ее должны сначала всю потребить, взять и переварить. Только после этого мы сможем вообще понять, что это такое. То есть у нас нет никаких фильтров информации на входе. И маркетологи этим пользуются. Поэтому если самостоятельно не фильтровать всю входящую информацию, то ваша психика быстро превратится в помойное ведро. К тому же все съеденное вы эмоционально проживаете у себя в голове. Тем самым вы программируете свою психику, свои мозги на чужие цели, на чужие программы и теряете кучу энергии и сил. Плюс очень важно давать своим мозгам отдых от потребления, причем от любого потребления. Даже если вы листаете ленту соцсетей, смотрите сериалы или залипаете на YouTube, ваши мозги не отдыхают. Вы продолжаете потреблять. И даже просто от информационного перегруза вы можете получить депрессивное состояние, отсутствие энергии и апатию. Речь, конечно же, не касается моих видео. От моих видео вы, конечно же, наполняетесь энергией. Ваши чакры наполняются праной. Ваша кундалини поднимается выше 8-й чакры, и вы соединяетесь с коллективным бессознательным. Но все остальные ютубы, конечно же, потребляют вашу энергию и приводят к информационному перегрузу. И 10. Потребляйте только качественную информацию. Принцип «ты то, что ты ешь» точно так же работает и с информацией, которую вы потребляете. То есть буквально из той информации, которую вы потребляете, ваша психика создает вашу реальность. Ваш мозг создает интеллектуальные объекты только из того материала, который вы в него загружаете. Поэтому кормите ваш мозг разнообразной, глубокой, сложной информацией, общайтесь с интересными, успешными людьми и постоянно учитесь чему-то новому. Чтобы не получилось, как в том анекдоте про Снежную королеву, где Кай пытался собрать слово «вечность» из 4 букв. Ж, О, П и А.